Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о важном и увлекательном этапе разведения африканских цихлид, а именно об инкубации икры. Это процесс, который влияет на здоровье рыб и выживаемость потомства. Кроме того, я расскажу вам одну необычную историю про свою рыбу – эритмодуса, или как ее еще называют – рыбу-гоблин. В аквариумных условиях, где пространство ограничено и вокруг много соседей, цихлиды не всегда могут сохранить все свое потомство. Поэтому для массового разведения используются методики искусственной инкубации, которые помогают сохранить максимальное количество мальков. Суть всех методов – воссоздать природные условия для икры и личинок, обеспечив им оптимальную вентиляцию и защиту. Для африканских цихлид обычно применяется искусственная вентиляция. Икру обдувают потоком воды от распылителя или маломощной помпой. Во время нереста самка собирает оплодотворенную икру в рот и инкубирует ее там от 25 до 30 дней. Это естественный процесс, который можно наблюдать и в аквариуме. Преимущество. Самка сама заботится о потомстве. Мальки появляются уже полностью сформированными и готовыми к питанию. Недостатки. Самка сильно истощается из-за длительной инкубации и голодания. Во время инкубации самка практически ничего не ест. Восстановление самки занимает от 1 до 3 месяцев. Однозначно, потомства меньше, чем при искусственной инкубации. Чтобы увеличить выживаемость, аквариумисты научились отбирать икру у самок и переносить ее в специальные инкубаторы. Плюсы. Практически все потомство сохраняется. Самка не истощается и может быстрее готовиться к новому нересту. Возможность наблюдать за чудом развития икры изнутри инкубатора. Минусы. Самка испытывает стресс при отборе икры. Требуется опыт и аккуратность, особенно с чувствительными видами, например, циприхромис и парациприхромис. В редких случаях возможна потеря самки. Вы должны понимать, если самка быстрее готовится к нересту при отборе икры, значит и быстрее проходит следующий нерест. Рекомендую не злоупотреблять этим. Отдых ей необходим. Инкубатор подготавливается по тем же правилам, что и обычный аквариум, с максимально приближенным к родным устоям параметрам воды, где находятся производители. Лично у меня инкубатор встроен в общий аквариум, и инкубация проходит успешно. Вы можете подготовить отдельный аквариум для инкубатора. Время отбора икры у самки от 7 до 9 дней после нереста. В первые дни часто бывает, неоплодотворенная икра распадается прямо во рту у самки. Поэтому нежелательно забирать икру сразу, чтобы в инкубатор не переносить неоплодотворенную икру. Главное правило. Икра в инкубаторе должна плавно перекручиваться в потоке воды или воздуха, а не подниматься резко вверх. Отрегулируйте подачу воздуха или потока воды в зависимости от конструкции инкубатора. Инкубаторов множество. Все зависит от фантазии и мастерства. Покажу вам некоторые примеры. По многочисленным просьбам сегодня покажу вам свой метод отбора икры у инкубирующей самки. Мы аккуратно переместим икру в инкубатор, минимизируя стресс для рыбы. Это ключевой момент в разведении многих цихлид. Все, что нам понадобится: чистое ведро, силиконовая трубка диаметром 6-8 мм и длиной около 50 см и готовый инкубатор. Но самое главное – правильно определить самку. Сейчас покажу.
Самку, вынашивающую икру, легко узнать по характерно увеличенному горловому мешку – зобу. Посмотрите на этих рыб. Видите разницу? Аккуратно набираем в ведро воду из ее аквариума. Это нужно, чтобы избежать резкой смены параметров. Теперь осторожно отлавливаем самку с очком. Теперь самый ответственный этап. Я беру самку в руку, предварительно смоченной водой. Фиксирую ее в ладошке нежно, но уверенно. Большим пальцем аккуратно надавлю на жаберную крышку, а не на само тело. Давление должно быть легким и направленным вперед, к ротовому отверстию. Смотрите, икра начинает высыпаться. Если икра не пошла сразу, не давите сильнее. Остановитесь, выпустите самку в ведро и повторите попытку через 30-40 секунд. Когда икру забрали, после этого я обязательно заглядываю в рот самки, чтобы убедиться, что вся икра извлечена. Все чисто, теперь ее можно вернуть в аквариум. Теперь займемся икрой. Я использую силиконовую трубку. Один конец подношу к икре, а второй беру в рот и легким всасывающим движением поднимаю воду с икрой в трубку. Можно использовать аквариумную пипетку или шприц, но трубка – это классика. Вуаля! Икра на месте. В инкубаторе созданы идеальные условия – ток воды и аэрация. Теперь можно наблюдать за самым интересным – развитием мальков. Это мой метод. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием отвечу. Обязательно пишите, о каких еще процедурах в аквариумистике вы хотели бы узнать. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до этого момента. Теперь расскажу вам один интересный секрет. Мне посчастливилось приобрести красивую рыбку с забавным названием Эритмодус, или как еще ее называют, рыба-гоблин. Конечно же, я с нетерпением ждал нереста. И вот, свершилось. Самка набирает полный рот икры. И я был доволен и счастлив. Внимательно наблюдал за ней в ожидании. Пришло время отбора икры. А самка пустая, просто плавает и словно улыбается мне в ответ. Печально. Я понял. Первый нерест прошел холостым. Прошло время. И снова нерест. Самка опять с полным ртом икры. Я снова рад. Но время отбора и снова пустая. Разочарование достигло предела. Прошло несколько дней, а может и недель. Я решил, что при третьем нересте попробую забрать икру раньше положенного срока. Как-то подхожу к аквариуму кормить рыб. И тут выныривают маленькие эритмодусики стайкой. Я подумал, неужели это сон? Нет, малыши плавают и весело резвятся. В то время информации о рыбе было мало. Позже я узнал от опытных аквариумистов, что самка на 9-й день передает мальков самцу, и он успешно их донашивает. Вот такая необычная и поучительная история. Подведем итоги. Инкубация икры – это способ сохранить потомство, поддержать здоровье самки и получить уникальный опыт по разведению африканских видов. Инкубация икры – ключ к здоровью и продуктивности африканских цихлид. Подписывайтесь на мой канал «Любитель трофеусов». Ставьте лайки и задавайте вопросы. Я отвечу на каждый по возможности. Успехов в вашем аквариумном деле. Всем добра!